Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю к просмотру совместную работу разноцветие в пицце. Три мастерицы объединились и решили вам показать свои работы. Это каналы «Вдохновение с Мариной», «Валентина Никита» и я, ассорти с Валентиной. Поддержите нашу совместную работу своими комментариями, лайками и подписками. Приятного просмотра! У меня много различных лоскутов, остатков. Посмотрите, каких только нет. Какой-то ситец, вязь, лоскут от платка. Это платье мое. А это я бомбер шила себе. Вот всякие лоскуты. В общем, собирайте, что у вас есть. А раз у нас это пицца, и я ее буду отпаривать, отутюживать, я сразу приготовила, на чем я буду гладить. Поэтому сразу приготовьте, положите под низ. И потом уже основу. Ну что, теперь будем раскладывать. Куда какие лоскуты пойдут. Как они лягут. Смотрите сами. Я буду шить утеплительный колпак для каши, чтобы она пропаривалась под ним и оставалась горячей. И вот так постепенно заполняем основу разными тканюшками. Ниточки лишние убирайте, они нам не нужны. От занавесок, от наволочек у меня здесь обрезки. А вот это я делала какую-то работу. Квадратики остались от нее. Тоже нам пойдут. Вот такой яркий лоскутик. Вот так я пока разложила лоскуты. Где лоскуты не глаженные. Сейчас я их отпарю. У нас же это утеплитель, поэтому кладем в несколько слоев лоскуты наши. У нас их много у мастериц. С каждой работой все остается и остается. Все больше и больше лоскутов. И вот мы так утилизируем их в пиццу. Сейчас все простегаем, и все будет очень хорошо выглядеть. Накрываю. У меня вот остатки тюля. Вот такой он, полосочку. Это не важно. И еще раз отпариваю. Накрыть пиццу можно также органзой или фатином. А если у вас нет ни того, ни другого, накрывайте ненужным тюлем. Даже каким-то цветным можно накрыть. Вас никто не осудит за это. Вот так я собрала и сколола полотно. Вот такая изнанка. И аналогично собираем вторую часть полотна. Тоже из различных лоскутов. Вот такое полотно у меня получилось. Такая изнанка. Сейчас я отутюжу его. Оно будет ровненьким. Я вперед прошивала вот пореже. Строчки делала. А потом между ними еще проходила. Вот здесь вот можно еще пройти. Стягать можно как угодно. Полосками, квадратиками, ромбиками. Как вам нравится. На свободном ходу. Кто умеет. А кто не умеет, учитесь. На такой пицце можно учиться запросто. Вот так выглядит поглаженная пицца моя. Вот такое неповторимое полотно. Теперь можно кроить свое изделие, какое вы хотите. Вот такие у меня полотна получились. Они разные. Это как-то поярче, такой насыщенный цвет, а этот понежнее. Вот светлого много здесь. Ну, хотя темного тоже хватает. Но вот этот лоскут я зря сюда пала. Надо было разделить его и в разные стороны. Ну, ладно, уже не переделать. Ничего страшного. Теперь нам надо выровнять наши полотна. По низу я выравнивать буду, а верх пока буду оставлять. Сначала я хотела сшить подкладку к этому колпаку.
Но теперь мне длины не хватает, потому что я вспомнила вот про такую миску, в которой я замешиваю тесто. И я этим колпаком буду пользоваться и в этом случае, когда будет тесто подходить. Для того, чтобы было тепло ему и не было сквозняков. Поэтому вот сейчас вымеряю все хорошенько и будет понятно уже, хватит мне вот этого размера нашей вот подкладки вот этой или нет. Я замерила, и мне надо диаметр 90 сантиметров, чтобы колпак был. Поэтому я вырезала из бумаги трафарет такой 15 сантиметров и по сантиметру на швы. И теперь буду выкраивать, прикладывать, чертить и выкраивать наши сектора. Выкроила я эти конусы, домики такие получились. И вот, как и было прежде, вот это поярче, это посветлее. А их можно теперь разбавить, вот так. Между ними вставить вот эти светленькие. И будет интересно. Теперь складываем лицом к лицу и сшиваем по два, а потом все вместе. Прошила я два сектора, вот так получилось. Если высоты будет слишком много, можно ее в любой момент срезать. И будет покороче. Сделала вот такую петельку, потому что она будет висеть у нас потом впоследствии. И сейчас все это прошьется. Скалываем следующие сектора и прошиваем. Получился вот такой колпак. Я его отутюжила. Немножко срезала вот здесь. Пришлось мне немножко прошить поменьше, чтобы поположе были уголки эти. Вот наша миска. И теперь примеряем. Все хорошо, отлично. По ширине и по высоте. Высоту я не буду убирать. Все подходит. Есть место подняться тесту. И свобода есть еще здесь. Ну что, осталось пришить подкладку. Делаем подкладку. Выкраиваем 6 секторов таких же. Прошиваем и пришиваем. Я выкроила и сшила внутреннюю часть, подкладку. Сделала ее цельной, с одним швом. Схитрила, короче. Оставила отверстие для выворачивания. И сшила вот эти вот только закругления. Сложила лицом к лицу колпак, верхнюю и нижнюю часть. И сейчас прошью по периметру. И через это отверстие выверну. И будет наш колпак готов. Все, я вывернула. Теперь зашиваем это отверстие на машинке. На моем канале есть много видео по пошиву из спицы различных вещиц. Ссылки я оставлю под видео в описании. Пройдите, посмотрите, очень интересно. Заключительный штрих. Закрепляю я вот здесь колпак внутри, чтобы у нас он не падал на продукты. Все, колпак готов. Я прострочила на ширину лапки вот здесь по всему периметру. Вот такой широкий, удобный колпак. При желании можно и вот здесь по уголкам прихватить еще. И правильнее, наверное, так будет. Девчонки, вот такой симпатичный колпак получился у меня. Посмотрите. Сшейте такой колпачок себе. Вам пригодится.
какой нарядный колпак на кухне моей будет. Ну что, а теперь примерка. Вот кастрюля, в которой я варю кашу. Вот так я поставлю его. И прекрасно будет стоять. И доходить каша моя. А тесто будет подниматься вот в этой миске. Вот, все прекрасно подходит. Вот такая утилизация лоскутов. Но лоскутов еще много осталось. Еще делать и делать можно. Утилизируйте лоскуты. У каждой хозяйки найдется уйма ненужных вещей. Посмотрите по шифоньерам, по шкафам. И вы найдете обязательно. Я очень довольна своей работой. Как вам? Пишите комментарии обязательно. Я пошла к девочкам на канал смотреть, что они там нашили из спицы. Очень интересно. Ланчмат. Или панно. Или коврик, может быть. Даже не знаю, что они там шили. А вы не забудьте поставить лайк этому видео. Написать комментарий. И кто не подписан, подписаться. Всего доброго. До встречи.